Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Вопросы наших коллег, начинающих огородников, а их очень много, меня заставили сделать вот это сегодняшнее утреннее видео. И я постараюсь вот это видео, которое называем «8 нельзя при уборке чеснока», вместить вот ответы на все вопросы, которые волнуют наших коллег. Итак, какие нельзя нужно учесть при уборке урожая озимого чеснока, и не только озимого чеснока, а озимого лука. В первую очередь, нельзя собирать чеснок во время дождя. В тот же, помните, мы срываем или срезаете стрелку, остается вот этот срез во время дождя в любой период, просто, да и разве можно убирать во время дождя? Не собираем в период осадков. Второе нельзя оставлять на солнцепёке, вот собирали раньше такой жары не было, и оставляли на солнце, сушился чеснок, но если плюс 30, и это у нас градусник показывает, на почве это больше, чеснок печется, варится, поэтому мы не оставляем на солнце, сразу же собираем ящички и в тенек. Да, там температура тоже плюс 30, даже у нас в тени 33-34, но здесь нету прямых солнечных лучей. В какое-то хозяйственное помещение, где есть сквозняк, или это верандочка, где угодно, но должен быть сквозняк, и мы вам показываем обязательно, что нужно создавать вот эти условия, ящички, и снизу должен быть воздух поступать, чтобы шло дозаривание. Мы уже об этом говорили вчера вечером, сегодня об этом напоминаю. Третье нельзя собирать чеснок в так называемые снова же гнилые дни. А гнилые дни – это знаки стихии воды. Рак, рыбы, скорпион и дева тоже очень плохо сохраняется чеснок. Поэтому мы собираем в такие дни, как дни земли, дни стихии огня и дни стихии воздуха. Остальные вот эти все, вот я назвала, вот эти периоды, просто очень быстро портится продукция. Очень быстро, даже через месяц-два уже начинает гнить, и вы выбрасываете то, что с таким трудом выращивали. Вот это третье нельзя. Четвертое нельзя. Вы видели в нашем видео, как мы аккуратно подкапываем чеснок со стороны вместе с корнем, с комом земли. Вот вытягиваем и аккуратненько собираем землю с этих корешков. И нельзя оббивать эту землю об лопату или об землю. Просто аккуратно руками забираете землю тихонечко. И если есть вот сухие, я сразу нарисовала. Если есть вот эти коричневые такие уже высохшие листики, тоже аккуратненько их забираете. Но зеленые не трогайте. Мы сейчас еще дойдем до этого момента. Итак, аккуратно лопатой или вилами выкапываем из земли каждый чеснок, каждое растение, собираем земельку аккуратненько и укладываем в ящички. Пятое нельзя. Вот это пятое меня, конечно, очень удивило. Есть у нас начинающие огородники, которые хотят очень быстро очистить все помещение, и чтобы было чистенько, и чтобы он хорошо хранился, этот чеснок. У нас были вот такие начинающие огородники в прошлом году, и потом мне жаловались, что в течение месяца этот чеснок стал сухнуть, и его не смогли использовать, что-то перерабатывали. Так вот, я специально рисунок этот нарисовала, для того, чтобы еще рассказать. Вы видели, как мы выкапываем аккуратненько со стебельком. Срезанный сверху у нас момент, вот это сверху стрелочка срезана. Все листики остаются, зеленые листы остаются. Остается вот этот стебель. А у нас получается, что некоторые огородники просто срезают вот здесь, убирают корни, срезают тоже, а потом думают, почему он высох и почему нету того чеснока, который обычно дозаривается. И затем, естественно, мы это сделаем, но это должно быть период, месяц минимум идет на то, чтобы высохла вот эта часть, верхняя часть, стебель,
И вот здесь питательные вещества поступают еще обратно в наши вот эти зубчики чеснока. И здесь из корней тоже вот эти питательные вещества обязательно идут вверх. Бабушка моя собирала всегда вот этот чеснок и на горище несла. Ну, тогда и не было такой погоды, но все равно у них крыша была камышовая, и там чеснок месяц спокойно вылеживался, как она говорила, вилежується хай, дозріває, а потім ми його будемо вычищать. Так что, когда вы сейчас собираете, кроме вот этих вот, можно сухие вот эти коричневые листики можно убрать аккуратненько, все остальное оставляете, все это остается. Срезать стебли, корни нельзя. Это у нас было 5-е нельзя. Далее 6-е нельзя дозаривание под солнцепеком. Очень сильно жарко. Даже если у вас не сильно жарко, вы просушили, вот уложили в ящички, так как мы показали, и у вас, ну, может что-то у вас другое, какая-то решеточка. Есть разные варианты хранения вот этого дозаривания. И вот это все должно быть в тенечке. Обязательно должна быть тень и сквозняк. Не используйте солнышко, потому что оно все равно будет портить вашу продукцию. 6-е вот такое у нас нельзя. 7-е нельзя. Нельзя ждать растрескивания от этих зубков. Мы вам показывали, вот что здесь должна быть вот эта одежка. Вот эти на зубках и вот на стебле есть одежки, и они не растрескиваются, вот эти зубочки, как цветочек, не раскрываются. Когда они раскрываются, то, естественно, уже тогда проблема. Я сейчас вам покажу, как это у нас все-таки несколько было вот таких чесноков. Сейчас посмотрите. Ну и 8-е нельзя. Это очень важное. Мы уже столько раз убеждались. Нельзя в период сбора урожая быть настроенным агрессивным. Нельзя ругаться. Нельзя использовать нецензурные слова. Нельзя желать плохое другим людям. Нельзя проклинать. Нельзя ничего плохого произносить. Вот эта информация, которая будет при уборке чеснока, она будет оставляться, шлифоваться в программе самого чеснока. И вы будете это потом есть. И это будет потом в вашем теле энергетическом. И оно ничего хорошего не принесет. Хотя чеснок очень полезный овощ. И всегда моя бабушка и родители, всегда тишина была, когда собирали чеснок. Если что, пели песни добрые или же о чем-то хорошем разговаривали. Ни в коем случае даже не кричали. Бабушка говорила, нельзя кричать, когда ты с растениями находишься. Надо все время, чтобы была тишина и гармония. Надо, чтобы понимали растения, что ты с радостью их выращивала и теперь с радостью принимаешь их урожай. Ну вот такие нельзя, которые я объединила. 8 нельзя при уборке чеснока. Очень кратко и емко я вам вот это все подготовила. Надеюсь, что не будет ошибок, ничего не будете лишнее резать, ничего не будете вот это из этих нельзя использовать. Агрогороскоп уборки чеснока и лука на нашем канале уже есть на июль месяц, на август месяц тоже будет, но позже. Сейчас самое время, в июле месяце, почти что все регионы собирают озимый чеснок и его потом дозаривают и закладывают на хранение. Но закладка на хранение – это совсем другая тема, и это будет аж в августе месяце, и об этом мы будем с вами говорить. А сегодня мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, прощаемся с вами и до новых встреч на нашем канале. Удачного вам урожая чеснока и лука, а также хорошего настроения, мира и добра вам. Ну и благодатной обязательно погоды, хорошей погоды. Пока-пока.